Теперь давайте вернемся к нашей прическе и немного ее доработаем. Для начала я отредактирую группы, для этого выбираю инструмент Select и меняю выделение челки. После чего назначаю первую группу для нее. Затем выделяю боковую часть. Чтобы во время выделения не задевать противоположные части, включаю опцию Ignore Backfacing Guides. Но так как я не хочу назначать разные группы на боковые части, я включаю Mirror и в этом режиме выделяю виски. Для них я назначаю вторую группу. Затем выделяю остальные волосы таким образом и назначаю третью группу. Итого получил 3 группы, которыми буду управлять. Кстати, в предыдущем уроке я разместил Push Away from Mesh после Edit Guides, но его лучше размещать в самом конце. Так что давайте исправим это недоразумение. Теперь заходим в Edit Guides, выделяем красную группу, отметив опцию Select by Group, и инвертируем выделение, нажав Ctrl+I, для того, чтобы скрыть остальные. Теперь можно нажать кнопку Hide и приступить к редактированию. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. Гайдов и смотрим, что получается. Для правильного результата нам еще понадобится Rotate Strands. Применяем его, включаем опцию Rein Based on Strand и ставим значение Angle равным 180. В итоге волосы смотрят в правильном направлении и в геометрии нет непонятной черноты. Затем редактируем толщину плейнов для челки изменением радиуса в Render Settings для первой группы и добавляем Strand Detail для того, чтобы сделать более плавный изгиб, тем самым добавив дополнительные сегменты. И немного редактируем челку, чтобы сделать ее более пышной. Итак, когда вы уже уверены, что не будете изменять длину волос, то можно создать еще один Edit Guides поверх Strand Length и работать с ним, а также все изменения и модификации производить именно в данном Edit Guides. Этот workflow подходит только для работы с геймдев волосами. Для продакшн волос немного другой подход, и большое количество модификаторов Edit Guides будет сбивать вас и аниматора с толку. Потому что обычно аниматор работает с самым первым Edit Guides, и все изменения, а также модификации лучше производить в нем. Итак, продолжаем работу с челкой. Немного правим ее форму, а также отдельно редактируем некоторые гиды.
Затем экспортируем объект в FBX и смотрим, что получается в Marmoset Toolbar. Открываем Marmoset, импортируем модель через файл Import Model и сразу же выключаем опцию Coolback Faces, иначе часть геометрии волос будет обрезаться. Назначаем базовый материал с альбедо и опцией Use Albedo Alpha. В итоге получаем такой результат. Как видите, волосы получились очень тонкими, поэтому нужно доработать текстуру. Возвращаемся в сцену и вносим правки в настройки каждого пучка. Главное, запомните одно правило. Нет универсальных настроек, которые бы подходили всегда. Каждый раз вам придется экспериментальным путем настраивать все параметры, чтобы получить идеальный вариант. Всегда экспериментируем с настройками радиуса, количества волос, а также типом распределения их на плейне в настройке Hair from Mesh Strip Object. В результате экспериментов я получил такую текстуру и данный результат в Marmoset Toolbar. Естественно, его нужно дорабатывать, чем сейчас и займемся. Возвращаюсь в сохраненную сцену с Ornatrix Mesh и приступаю к редактированию прически. Для начала поработаю с челкой. Выделяю группу с ней, инвертирую выделение и скрываю остальные группы. После чего выделяю самые длинные волосы и те волоски, которые остались невыделенными, немного доработаю, чтобы сравнять их длину с основными. Для этого снова инвертирую выделение, затем выбираю точки и на виде сбоку поднимаю их вверх. Затем выбираю Grow Shrink Brush и увеличиваю их длину. После чего ножницами обрезаю примерно до такой длины и расчесываю, чтобы сравнять их с челкой. Также редактирую радиус каждой группы таким образом, чтобы плейны более правильно присоединялись к голове. И немного их расчесываю. Затем перехожу в Strand Detail каждой группы, кроме челки, и уменьшаю количество треугольников, поставив значение параметра Viewport равным 3. Итого вес всей прически равен 8744 треугольника. Но это не финальное значение, так как еще буду его дорабатывать. Чтобы сделать текстуру волос более интересной, возвращаемся в сцену для бейкинга и настраиваем шейдер таким образом. В основе лежит тот же V-Ray Hair Info Text. Output Position Alone Strand. Color A абсолютно черный, а Color B загружаем еще один Hair Info Text, в котором output уже Position by Strand Index. И в слоты загружена текстура OX Hair с такими параметрами. В итоге получился такой цвет с затемнением на корнях. Самим уровнем затемнения можно управлять в основном Hair Info Text с помощью параметра Bias. И если значение выше, то светлых волос будет больше, если ниже – меньше. Я обычно ставлю значение равное 0,4. Финальная текстура выглядит таким образом. Я добавил специальные тонкие волоски, которые присутствуют в реальных прическах для создания небольшого хаоса. Для этого я использовал два типа волос – длинные и короткие. Также немного переработал челку, сделал отдельный пучок для боковых и задних волос, а также добавил волосы, которые находятся возле челки для более плавного перехода от нее к основным волосам. После чего отрендерил Direction Map, Normal Map и одну текстуру для спекуляра AO и Cavity. Для рендера текстур я использовал специальный скрипт, который можно скачать в моем блоге в материал for Tools, нажав на ссылку Ornatrix Script.
Сейчас я покажу сцену для рендера текстур и все настройки, а также как установить и использовать данный скрипт. Финальная сцена для рендера текстур выглядит таким образом. В финале я получил 3 материала. Первый для рендера AO Specular и Cavity. Настройки его очень простые. В слоты Diffuse, Primary, Secondary, Specular и Overall загрузил текстуры в Array Hair Infotext с такими настройками. В Output Render by Strand Index. В слот А белый с такими параметрами, а в слот Б немного светлее. Второй материал я использовал как основной для всех пучков, за исключением пучка для смешивания с челкой. Настройки данного материала выглядят таким образом. В Array Hair Infotext в слотах Diffuse, Primary и Secondary Specular. В Output Positional on Strand в слоте А уже не черный цвет, а серый с такими настройками. В слоте Б еще один в Array Hair Infotext, у которого Output Random by Strand Index. Color А и Б текстура OX Hair с такими настройками. Челки к другим волосам. Это копия второго материала, только биос в главном Hair Infotext равен 0,2. По материалам у меня все, теперь перейдем к анализу настроек каждого пучка. Итак, первый пучок. Изначально для него я нарисовал такие сплайны, но потом в ходе экспериментов пришел к такому виду в Edit Guides. Затем назначил Hair from Guides с импортов гидов и после назначил Freeze с такими настройками. Кривая в Render Settings выглядит таким образом и радиус 0,2. Затем назначил Mesh from Strands для рендера Tangent Normal карты и Array Matrix Mode для рендера Diffuse и Normal Map. Но их включаем по отдельности. А так как выбирать каждый пучок и включать отдельно из этих модификаторов неудобно, я написал маленький скрипт, который делает это массово. Если у вас много пучков, то он вам пригодится. Работу скрипта я покажу чуть позже. А сейчас переходим ко второму пучку для боковых волос. Его, как и все остальные, кроме челки и коротких волосков, я создавал с помощью Hair from Mesh Strips. Настройки модификатора выглядят таким образом. Далее идет Strand Length с такими параметрами. Затем Strand Freeze, Render Settings и, как обычно, Mesh from Strands в Array Matrix Mode. Идем далее. Короткие волоски для придания хаоса получил из сплайнов. Здесь все стандартно. Мультиплер добавил, чтобы получить такой эффект и увеличить количество волос. Далее Strand Freeze, Render Settings и в общем все стандартно. Настройки челки выглядят таким образом. Ее я тоже получил из сплайнов, затем их все-таки выровнял в Edit Guides. The day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin. Отличные настройки, поэтому я не буду подробно их анализировать. Теперь поговорим о том, как установить скрипт для рендера карт, и я покажу, как с ним работать. Перетягиваем его в окно Макса. Затем переходим в настройки Customize Custom User Interface, выбираем вкладку Quads и в списке слева находим Ornatrix Game Tool. Выбираем и перетягиваем в правую часть. Это действие добавит данный скрипт в меню правой кнопкой мыши. Так как же работать с данным скриптом? Давайте представим ситуацию, что у вас в данный момент включен Mesh from Strands для всех пучков. А вы хотите включить в Array Matrix Mode, чтобы отрендерить Albedo и Normal. Для этого выделяем все пучки, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем скрипт. Появится окно с двумя опциями. Так вот, чтобы выключить Mesh from Strands и включить в Array Matrix Mode для всех пучков, нажимаем на кнопку Bake Diffuse Normal. В итоге у каждого пучка будет включен в Array Matrix Mode, что позволит вам отрендерить карту Albedo и Normal Map. Если же снова выделить все пучки и нажать Bake Directional Map, Array Matrix Mode будет выключен, а Mesh from Strands включен для каждого пучка.
Чтобы V-Ray рендерил карту Normale и Directional Map, вам нужно добавить V-Ray Normal Render элемент и всегда после рендера сохраняйте изображение в режиме Override 1.0 для правильного отображения. По текстурам у меня все. Теперь поговорим о сцене с волосами, а также сцене в Marmoset Toolbar и настройках материала волос. Итак, финальный меш выглядит таким образом. Его вес 11468 треугольников. Меш разбит на 7 групп в Edit Guides. 2 группы для височной части, 1 группа для затылка, 1 для челки, 1 для хаотичных длинных волосков, 1 для коротких и отдельная группа для плавного перехода от челки к височной части. Для каждой группы добавил Strand Detail и Render Settings, чтобы контролировать радиус и детализацию. И если интересно более подробно проанализировать и покрутить модель, нажимайте на ссылку, которая сейчас появится в правом верхнем углу, и перейдя по ней, вы сможете приобрести данную модель на CG Trader. Итак, теперь перейдем в сцену Marmoset Toolbar 3, и я покажу, что получилось у меня в финале, а также расскажу о настройках шейдера волос. Но прежде чем загружать геометрию волос в Marmoset, вы обязательно должны запечь вертексные нормали, где вам удобно, в Maya или Max. О вертексных нормалях и методах их запекания можете прочитать, перейдя по ссылке в моем блоге. Заходим в материал Photos и нажимаем на ссылку Polycount Vertex Normals Info. На сайте подробная статья по этой теме. Показано много методов запекания и в Max, и в Maya. Лично я предпочитаю использовать Transfer Attributes в Maya, так как этот метод запекания самый быстрый и просчет идет мгновенно, в отличие от скриптов в Max. Так как же запечь вертексные нормали в Maya? Все очень просто. Импортируем меш волос, затем создаем сферу. Масштабируем ее и выравниваем относительно макушки меша волос. После чего в фронт-виде удаляем данную часть, выбираем эджи и опускаем вниз, чтобы получился такой объект. Теперь выбираем сферу, затем наши GameDev волосы и переходим в Mesh Transfer Attributes. Настройки выглядят таким образом. Нажимаем Apply. Не снимая выделения с объектов, заходим в Edit Delete by Type History. Это делается для того, чтобы вы могли удалить сферу и не потерять результат запекания на меш волос. Трансфер вертексных нормалей выполняется для того, чтобы сделать более мягкие тени, плавный переход между геометрией волос и реалистичный результат в движках. В итоге всех действий я получил такой результат в Marmoset. Учтите один момент, что если в настройках рендера вы поставили Resolution 1 к 1, то качество будет немного хуже во вьюпорте. Чтобы видеть финальное качество, которое получится при экспорте, выбирайте 2 к 1. Благодаря такому разрешению вы будете видеть более четкие детали и в общем более качественную картинку. Уменьшение разрешения сделано для оптимизации вьюпорта на слабых видеокартах. Итак, теперь поговорим о настройках сцены и материалов. На Sky я поставил стандартный HDRI из Marmoset коллекции. Затем добавил Main и Backlight. Main Light расположил немного сверху, а Backlight расположил сзади, чтобы подсветить волосы из этого положения и показать эффект скеттеринга. Эти два источника света я привязал к Sky, чтобы во время поворота HDR-ки они тоже меняли свое положение. И еще одно правило, о котором я хочу рассказать. Во время импорта модели обязательно выбирайте правильные единицы измерения. В Marmoset есть специальная настройка Git в виде мужчины, чтобы вам помочь сделать правильные настройки. Обычно я выбираю сантиметры для двух параметров. Это делается для того, чтобы правильно отображать тени и скеттеринг. Теперь давайте поговорим о настройках материала волос. В первую очередь я включаю тессилизацию волос с помощью Paint Wrinkles для сглаживания общей формы, чтобы она не была такой ребристой. Если ее выключить и присмотреться к краям геометрии, то вы поймете, о чем я говорю. Затем, как обычно в Normal Map слот загружаем соответствующую карту. Настройки Microsurface выглядят таким образом. В Albedo загружен диффузный цвет и, конечно же, включаем скеттеринг. Если посмотреть на данный референс, то вы увидите, как волосы реагируют на освещение. Скеттеринг включается для достижения данного эффекта. Чтобы показать, как он работает в Marmoset, я уменьшу яркость окружения и выключу основной источник света.
Настройки скеттера выглядят таким образом, и в слот Scatter Map загружена текстура спекуляра. В Reflectivity слоте я выбрал Dota Specular, так как благодаря данной опции получаются более реалистичные блики, нежели с простым спекуляром, и у вас есть больше настроек для достижения интересного результата. В Specular Mask и Specular Exponent я загрузил ту же карту Specular AO Cavity, которая выглядит таким образом. Затем, чтобы получить блик правильной формы, анизотропик, в Reflection и Secondary Reflection выбираем данный вид. И в Directional слот загружаем ту самую карту нормалей, которую рендерили с режимом Tangent Normal в Mesh from Strengths. Именно благодаря ней и таким настройкам получается реалистичный блик. Далее я включил Ambient Occlusion и Cavity, а в Transparency выбираем Dither Effect, так как он наилучшим образом работает с Opacity картой. Чтобы использовать альфу из Albedo слота, включаем опцию Use Albedo Alpha. Это все, что я хотел рассказать относительно настроек материала и сцены. Глава получилась насыщенная, поэтому в ней я уже не буду показывать создание мужской прически, а также загрузку в Unreal Engine 4. Эти материалы я включу в 7 главу. И в завершение главы я хотел бы поделиться с вами новостями касательно двух групп, которые я создал в Discord. Ссылки на данные группы будут в описании. А сейчас я расскажу, для чего я их создал. В Arnatrix Community вы можете задавать свои вопросы касательно плагина. Для этого есть два тега для русскоговорящих и иностранных пользователей. В теге новости я загружаю все новости касательно плагина для 3D Max и Maya. В Showcase вы можете показывать свои работы, а в WordWorks я загружаю разные работы, которые нашел на просторах интернета. В идее пишите разные идеи касательно Arnatrix. В Tutorials я загружаю все уроки по Arnatrix для Max и Maya. В чате можно общаться друг с другом на тему Arnatrix, а в оффтопике вести разговоры на любые темы. В багах, естественно, пишем все баги Arnatrix, с которыми вы столкнулись. Теперь поговорим о моей группе. Я думаю, многие ждали этого момента, чтобы иметь возможность писать мне вопросы и получать на них ответы, так как в личке я не всегда могу на них отвечать. Здесь же буду всегда отвечать, не мгновенно, но все же буду. В данной группе вы найдете комнату новостей, в которой я буду загружать все новинки касательно моего канала. В Tutorials будет список всех уроков. Также есть комната для вопросов со всего мира и для русскоговорящего населения. Чат-комнату создал для общения друг с другом на любые темы. И в Showcase вы можете загружать свои работы, ссылку на портфолио и так далее. Вот и закончилась 6 глава. С вами был Криули Андрей Чарли. И если вы нажмете палец вверх, мне будет очень приятно. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые уроки, а также включите колокольчик для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир!